С вами канал «Фронтовая кинолетопись», и в сегодняшнем выпуске мы будем говорить о Витебско-Оршанской операции, являющейся составной частью операции «Багратион», в ходе которой советские войска окружили и уничтожили немецкую группировку юго-западнее города Витебска и разгромили левое крыло группы армий «Центр». В соответствии с решением Ставки, к проведению Витебско-Оршанской операции привлекались Первый Прибалтийский фронт генерала армии Баграмяна и Третий Белорусский генерала армии Черняховского. Координировал действия обоих фронтов представитель Ставки маршал Советского Союза Василевский. В планах немецкого командования району Витебска отводилось первостепенное значение. Город еще в марте был объявлен крепостью. Его удержание обеспечивало взаимодействие между группами армий «Центр» и «Север». В ночь на 23 июня 1944 года, перед началом общего штурма линии «Пантера», фронтовая и дальняя авиация начали массированный авиационный налет. Ударом подверглись как коммуникации противника, так и огневые оборонительные позиции, выявленные в ходе проведенной накануне разведки боем. На рассвете началась артподготовка. После двухчасового мощнейшего артналета в наступление перешли главные силы фронтов. В течение первого дня наступления 6-я гвардейская и 43-я армии Первого Прибалтийского фронта взломали немецкую оборону севернее Витебска и продвинулись на 20 километров вглубь по фронту. Южнее города успешно действовали войска 3-го Белорусского фронта. К концу дня 5-й армии Крылова удалось прорвать оборону по фронту в 50 километров. Необходимо отметить, что 39-я армия, наступавшая южнее Витебска, практически не имела численного перевеса перед противником, и для достижения успеха командующему армией генерал-лейтенанту Людникову пришлось перегруппировать все силы на направлении главного удара. Стоявший на пути наступления армии 6-й немецкий армейский корпус в течение первых же дней наступления лишился командира корпуса и всех командиров дивизий и фактически утратил управление над своими подразделениями. Остатки корпуса мелкими группами через леса и болота начали отход. На следующий день наступления части 43-й армии Белобородова окружили и полностью уничтожили немецкий гарнизон Шумилина. Для ускорения темпа наступления были введены в бой основные силы 60-го стрелкового корпуса. Опережая график на сутки, к концу дня 24 июня передовые части Первого Прибалтийского фронта вышли к берегам Западной Двины и сходу начали ее форсирование. На южном берегу реки удалось захватить 5 плацдармов. Важно было именно сходу преодолеть реку, чтобы не дать отступающему противнику закрепиться. Из-за сильной распутицы тылы вместе с переправочными средствами сильно отстали. И осуществлять переправу пришлось на подручных средствах. При выполнении этой задачи солдаты и офицеры проявили массовый героизм. Таким образом, в полосе войск 3-го Белорусского фронта оборона немцев была взломана, и в образовавшуюся брешь были брошены подвижные соединения. 4-я гвардейская танковая бригада гвардии полковника Лосика получила задачу прорваться к железной дороге и автомагистрали Москва-Минск и закрыть гитлеровцам пути отхода от Орши. В ночь на 25 июня танкисты бригады обошли немецкие оборонительные укрепления по заранее разведанным проходам и совместно с 26-й гвардейской танковой бригадой скрытно вышли к железнодорожному узлу Каханова, тем самым отрезав немцам пути отступления. А в это время части 92-го стрелкового корпуса уже ворвались на северо-западную окраину Витебска. Бои на улицах города продолжались еще 2 дня. Приходилось сражаться за каждую улицу и каждый дом. К 25 июня войска 43-й армии форсировали реку Западная Двина и в районе Гнездиловичей соединились с частями 39-й армии 3-го Белорусского фронта, тем самым завершив окружение Витебска. В Витебский котел попали 5 немецких дивизий 3-й танковой армии общей численностью до 40 тысяч человек. Окруженным в Витебске немецким войскам был предъявлен ультиматум о сдаче, однако ответа получено не было. И части 158-й стрелковой дивизии полковника Гончарова пошли на штурм города. В ночь на 26 июня полки дивизии прорвались к новому мосту, быстро переправились через реку и перешли в западную часть города.
немцы начали сдаваться. В числе пленных было 4 гитлеровских генерала, которые содержались отдельно друг от друга. Маршал Василевский позднее вспоминал, что взятый в плен командир 53-го армейского корпуса Гольвицер почему-то был уверен, что его войска еще сражаются, и просил его информировать о ходе сражения. Он был крайне удивлен, когда в ответ к нему привели своих же бывших подчиненных и предложили спросить у них самому. Необходимо отметить, что угроза окружения гарнизона Витебска была очевидна уже в первый день операции. Командующий 3-й танковой армией генерал-полковник Рейнгард обращался к высшему командованию с просьбой начать отход корпуса из Витебска. Однако разрешение он получил только 25 июня, когда уже было поздно, и кольцо окружения вокруг города сомкнулось. Гитлеровцы 22 раза переходили в контратаке. В отчаянных попытках вырваться из Витебского котла часть окруженной группировки попыталась пойти на прорыв, но уже в 20 километрах от Витебска силами 5-го гвардейского стрелкового корпуса совместно с 28-й гвардейской танковой бригадой при активной поддержке авиации она вновь была окружена и уничтожена. К 6 часам дня 26 июня при содействии 145-й стрелковой дивизии 43-й армии Витебск был полностью освобожден, а 27 июня вся вражеская группировка, попавшая в окружение, прекратила сопротивление. В ходе боев с 23 по 28 июня немецкие войска потеряли свыше 25 тысяч человек убитыми. В плен попали 10 тысяч человек. В их числе оказались командир и начальник штаба 53-го армейского корпуса. Были захвачены в качестве трофеев 1000 орудий и минометов, почти 4000 автомобилей и мотоциклов, 54 танка и штурмовых орудия. В результате Витебско-Аршанской операции было разгромлено левое крыло группы армий «Центр». Были созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления на Минском и Вильнюсском направлениях. Немецкое командование, потеряв основной оборонительный рубеж и потерпев поражение на Витебском направлении, начало отводить тылы 3-й танковой и 4-й армии на рубеж реки Березина. Успех операции был достигнут за счет правильного выбора направления главного удара, своевременного ввода в бой вторых эшелонов и подвижных групп и прочным удержанием господства в воздухе. Взятый в плен при разгроме витебской немецкой группировки командир 53-го армейского корпуса генерал пехоты Гольвицер в своих показаниях так оценивал действия наших войск. Это была красивая и талантливая операция. Советская армия распознала наши слабые позиции и, можно сказать, своей победой в районе Витебска создала большую брешь на линии фронта, уничтожив при этом всю 3-ю танковую армию.